Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам о своем 15-м поэтическом сборнике, который называется «Сворожий круг». Кстати, подписывайтесь на мой канал, здесь будет интересно. Написан сборник в период с 21 марта по 21 мая 2022 года. И здесь сразу стоит отметить следующее, что я готовил материал для этого сборника, то есть придумывал его концепцию, название, фиксировал отдельные образы еще с сентября 2021 года. Ну и разумеется, я не знал, что в феврале 2022 года начнется война. Поэтому, как и задумывалось, сборник тематически через свои символы и образы посвящен обращению к славянской культуре и тому наследию, которое она, несмотря на все попытки ее стереть и уничтожить, оставила для каждого из нас. Ведь Сворожий круг – это древняя славянская система, более древний аналог зодиакальной системы, описывающая устройство космического пространства, разделяя его на чертоги, на 16 чертогов. И в целом эта система описывает направление и динамику движения Вселенной, отражает особенности внутренних процессов в ней, как и в каждом из людей, являющихся локальной частичкой этой самой Вселенной. Обращение к древней славянской культуре именно сейчас, вот в этот кризисный исторический период, предопределило главный процесс сборника, которым стало объединение. Многие люди искаженно смотрят на славянскую культуру и историю как на источник приписывания себе власти, как на способ выделить и отделить себя, свою особенность и мнимую исключительность, тогда как культура и история славянских народов для самих славян должна быть всегда и только объединяющим фактором, поводом для сближения и диалога, вот я так считаю. И я взываю к такому объединяющему диалогу через разговор об основах, о миропонимании, которое связывает людей и все живое друг с другом при помощи созидания и добра. Главный цвет сборника, такой желто-золотистый, как солнечные лучи, что освещают пространство, наполняя его светом и теплом. Кстати, помимо славянской, в сборнике идет обращение и к скандинавской культуре с целью подчеркивания их смыслового и сущностного родства. А сам сборник в целом посвящен Украине и украинцам, отважно защищающим свою землю. В завершении, по нашей традиции, я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник «Сворожий круг» вы можете приобрести в электронном виде на платформе Litres. Ссылка есть в описании к видео, обязательно переходите и скачивайте. Напомню также, что обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родригеса Кальсадо с его личного разрешения. Ссылка на его инстаграм тоже есть в описании. А второе, что я сделаю, это прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника «Сворожий круг». Всегда буду напоминать, что я так себе чтец стихов, а поэтому прочитаю для вас так, как получится. И вот первое стихотворение из тех, которые я вам прочитаю, называется «Последний осколок прошлого». Последний осколок прошлого, развеянный весенним льдом, восторгаемся ручьям по ладоням и не знаем, что станет потом. Позабытые взором образы в чувствах живут, зато объединяя в спирали сущее, от случайности укрывая его. Каждый вздох будет по-новому, прежнее ощущать, будто восходящее солнце, возрождаясь опять и опять. Обретенное не утратится, даже в переменчивых облаках. Созданные для слияния, былое сохранят в сердцах. Это вот было такое стихотворение. Следующее, которое я для вас прочитаю, называется «Давнее, почти вечное». Итак, давнее, почти вечное, подуманное, почти обреченное,
сквозь замкнутость непроглядности плодородие, почти обретенное. Отрицание смыслом наполненное ждет неминуемых стрел. Бурей искорки возрожденные пометуют тех, кто взлетел. Единожды, не всегда однажды, если время выдумать можно. Так и бывает, когда непредвиденное предвидеть сложно. Оставленное почти потерянное, несказанное почти забытое. За кулисами опустошенности ясное пронзает размытое. Непокорное почти безбрежное, новое оттенки старого. Сразу после недостижимого большое лишь части малого. Двигаемся дальше, и следующее стихотворение называется «Танец. Путь теней». Путь вольных теней – танец, а нам остается смотреть. Внемля порыву каждому, не повторится подобное впредь. Как изящно скользят по просторам формы, рожденные пустотой, переливаясь, сливаясь, взлетая ввысь над землей и луной. Невероятный бушует спектакль, невозможность бескрайность зовет. Все и ничего одновременно, в одном миге пламя и лед. Кто-то мимо пройдет, не заметит, волшебство средь пресыщенных дней. Но чудо по-прежнему близко, танец путевольных теней. Ну и еще одно стихотворение прочитаю. Оно называется «Жизнь, странствие воли». Вода по устам, мед по пальцам, кольца искр, костер, поля в летних одеждах и танцах, лепестками нарисован узор. Я возьму сколько возможно свободных и сладких минут, наполнив себя наслаждением, пока другие в пропасть идут. Во мне бури и волны, я сам чувствую водопад, словно шут и колдун одновременно. Я создаю и призываю маскарад. Дышу в ритме майского леса, и грозы навстречу спешат. Жизнь — странствие воли и открытие бесконечных звездопад. Ну и на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!